Сколько денег нужно для того, чтобы зайти в мир BMW? Очень часто люди, до этого ездящие на японцев, заглядываются на марку BMW. Оно и неудивительно, потому что BMW, по моему скромному мнению, делает, если не лучшие в мире, то одни из самых лучших в мире мотоциклов. Но очень часто японцы стоят дешевле, и очень часто люди с бюджетом 300, 400, 500 тысяч рублей задают вопрос, какой мотоцикл BMW им можно рассмотреть и стоит ли вообще. Главный герой нашего сегодняшнего выпуска — это мотоцикл BMW R1200 RT, сухой, так называемый, с воздушным охлаждением и сухим сцеплением. Судя по интегральному ABS, его год выпуска, скорее всего, 2005 или 2006. Если вы рассматриваете покупку мотоцикла BMW, так скажем, по низу вменяемого бюджета, не покупаете этот мотоцикл вместо Урала, чтобы ковыряться с ним под пиво каждый вечер и перебирать его самостоятельно, планируете ездить, обслуживать этот мотоцикл в сервисе, то этот мотоцикл однозначно достоин внимания, потому что он уже относительно современен, по крайней мере не настолько морально устарел, как предыдущая 1150 серия. Он во многом и понадежнее 1150 серии, и жить с ним в современном мире реально гораздо проще. Конечно же, лучше рассматривать версии с нормальным ABS, которые пошли приблизительно с 2007 года. Если я не ошибаюсь, то где-то с середины 2007. В данном случае у нас аппарат имеет пробег примерно 75 тысяч километров. Владелец купил его на пробеге примерно 40, уже достаточно давно, проезжал он примерно 5000 в сезон и ничего глобального с этим мотоциклом не делал. И сегодня я расскажу вам во всех подробностях, во что вылилось ТО данного мотоцикла. Большое ТО, он именно планово приехал для того, чтобы весь его обслужить и ездить дальше, потому что, судя по всему, продавать этот мотоцикл владелец не собирается, он его всем устраивает. А сегодня с вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж, и сегодня мы обсуждаем мотоцикл, который я лично не люблю. Я его покупал, ездил, пробовал, и мне он не зашел. Но тем не менее, я его могу вам рекомендовать к покупке. А если вы любите навалить со светофора, то запах горелого сцепления на следующем вы получите в подарок. Что же такого люди любят и находят в этой РТшке? В первую очередь я хочу обратить внимание на то, что здесь это первый мотоцикл, в котором начали применяться современные технологии. Ну, если мы смотрим на оппозиты, конечно же. То есть более интересная электроника, кан-шины, система контроля давления в шинах, электронные подвески и так далее. В первых годах еще применялся интегральный ABS, который как на 1150 почти такой же, но вот это как раз один из главных минусов данной модели. Двигатель здесь достаточно надежный, по его обслуживанию все максимально просто. Клапана регулируются в поле, масло льется какое-нибудь самое простое, он абсолютно не привередлив, и до первого вмешательства, в принципе, если там не экономить на воздушных фильтрах, вовремя их менять и так далее, вполне себе легко проходит 300-400 тысяч километров. Есть такие примеры. И потом меняешь какие-нибудь условные вкладыши, обращаешь внимание на поршневую и ездишь еще столько же. Надежность этого двигателя просто безумная. Эти двигатели ставят на различные летательные аппараты, катера и куда только их не ставят. И все с ними, как правило, всегда хорошо. Особо никаких проблем с ними не бывает. Дальше. Здесь у нас классическая компоновка. Этот мотоцикл, ну вот эта база мотоцикла выпускалась с 2005 по 2013 год. В 2010 у них немножко изменился мотор, стали другие головки, так называемые двухвальные. И там клапана уже начали регулироваться шайбами. Но все равно это надежнейший агрегат, который вообще очень-очень классный сам по себе. Генератор здесь у нас автомобильного типа, ременной, тоже никогда практически не ломается. Ходит там сильно-сильно больше 100 тысяч километров и чинится примерно как любой автомобильный, то есть просто. Что касается коробки и сцепления, если вот в этом вот замечательном макси-скутере у нас все вечно трясутся от того, когда упоминают вариатор, то здесь всех всегда пугает сцепление. Сцепление здесь сухое, и коробка стоит отдельно. Масло в коробке у нас здесь заливается отдельное.
Сухое сцепление примерно как автомобильное, однодисковое, маховик, корзина. Ничего особо интересного, только все чуть-чуть поменьше, чем у большинства автомобилей. Что хорошо, когда мы снимаем на этом мотоцикле стартер с левой стороны, это достаточно несложно, главное не забывайте скинуть клемму, то через отверстие стартера мы можем залезть в вот этот механизм сцепления сбоку и даже засунуть туда штангенциркуль, чтобы увидеть остаточную толщину диска сцепления. И вот новый диск сцепления мы сюда в данный момент ждем. По-моему, его толщина составляет около 6,5 мм, а здесь толщину диска мы сейчас намерили 4,6, что является нижней границей допуска, потому что сервис-лимит, указанный в РСД, это 4,4-4,6 мм. Поскольку мы залезли туда вовремя, не нашли там никаких подтеков, мы решили просто залезть, поменять диск. Это очень редкий ремонт. Если вы доездились до пробуксовки сцепления, то, скорее всего, вам придется менять еще и маховик и корзину. И вот это, в общем-то, замена сцепления, это главное, что мы с ним будем делать. Также мы будем его полностью обслуживать, менять масла, тормозную жидкость, воздушный фильтр, масло в редукторе, обслуживать кардан. Кстати, пыльник кардана здесь почему-то не защелкнут, хотя со слов владельца его меняли и все там смазывали буквально год или два назад. Тоже с этим будем разбираться, все как следует собирать. Я хочу сегодня в двух словах показать вам процедуру, как меняется сцепление, то есть, чтобы вы понимали, к чему готовиться и насколько это, относительно глобальная процедура. А также в конце видео я скажу вам, сколько это ТО на круг обошлось. Это при том, что человек основные расходники для ТО, типа там воздушный фильтр, масла, там и всю вот эту вот тему купил самостоятельно. То есть, наше здесь будет сцепление, диск, естественно, оригинал. Вот еще почему я не люблю более старые мотоциклы, потому что там очень много можно встретить колхоза и желающих колхозить. Вот поэтому я в какой-то момент просто перестал брать их в ремонт, потому что я колхозить с мотоциклами BMW не хочу. Далее мы здесь будем менять все сальники коробки, 5 штук. На оригинал. Чудом они у меня оказались в наличии. А также мы будем менять сальник коленвала задний и сальник балансирного вала. По-хорошему, все эти сальники меняются при замене сцепления для того, чтобы в последующем ничего не потекло, в том числе не потекло на диск сцепления и не попасть на замену сцепления из-за течи еще раз. Потому что лет данному мотоциклу реально много. Более того, учитывая, что пробег достаточно большой, а деталями я в свое время очень удачно запасся, я рекомендовал человеку рассмотреть вариант замены подшипников коробки на оригинал. Потому что были случаи, что подшипники разваливались, и в принципе, почему бы не поменять, это уже будет несложно, если мы так глобально все разбираем. Человек согласился с этой точкой зрения. Почему подшипники оригинал? Значит, очень часто, очень многие спорят с этим вопросом. Я лично не готов в эти дискуссии вступать. Объясню свою точку зрения. Да, в коробке действительно стоят обычные шариковые подшипники обычных фирм, которые производят подшипники. Я не помню, какие точно, но вообще не вопрос купить на рынке гораздо дешевле оригинала такие же подшипники с такими же маркировками, то есть тех же производителей, и туда поставить. Но почему-то этот вариант работает не у всех. Я встречал варианты, что люди там меняют подшипники коробки, и у них внезапно там на каком-нибудь промвалу разваливается подшипник через там 2, 3, 5 тысяч километров, зуб на зуб попадает, вал ломается пополам, коробка попадает в мусорку. Это довольно печальное зрелище, причем коробку найти не всегда легко, у них бывают разные выходные валы по годам. В общем, лучше этого не допускать. Мое мнение такое, что это происходит либо из-за кривых рук тех, кто это делал, потому что у меня конкретно такого не было, но я особо и не погружался в это, либо все-таки из-за того, что на рынке есть подделки известных фирм подшипников. И вот эта вот версия, мне кажется, гораздо более реальной, потому что, мне кажется, довольно трудно там что-то сделать настолько плохо, чтобы оно так быстро развалилось. В данный момент мы не полезем в редуктор, хотя после 50 тысяч эти редукторы также часто требуют внимания. После нескольких часов подготовительных работ, откусив полсотни стяжек, открутив все необходимое, приступаем к расстыковке мотоцикла на две половинки. Так,
Его надо, пожалуй, привязать. Подожди, все, держи жопу, я морду держу. Пока держишь, да? Уверен? Да. После того, как мы завершили это эпичное действие, снимаем коробку. Не, мотоцикл просто за руль. Да, закисло. Направляй-ка наглухо. Ну и все. Значит, наша задача, поскольку мы не будем, скорее всего, менять корзину, пометить положение корзины относительно маховика. Это очень важно. Иначе будут потом вибрации. Ну вот и сцепление. Ну, понятно, что тут есть какие-то житейские косяки. Заклепки были уже близко. Но в целом, я думаю, мы вовремя здесь. Теория с диском, в принципе, будет работать. Сальники, кстати, начинали потеть. Вот этот нижний балансира. Начальный этап, да. Так что скоро бы это здесь все равно все закончилось. Итак, после того, как мы немного помыли коробку, мы приступаем к ее разбору. Я уже выкрутил все винтики, которые фиксируют половинки коробки между собой. А теперь я просто нагрею верхнюю часть, где сидят все обоймы подшипников, и аккуратненько с помощью киянки демонтирую верхнюю часть коробки. Пробую. Никаких особых усилий. Все очень легко разбирается. Далее мы будем менять сальники, менять подшипники, разбирать коробку целиком. Подшипники мы будем менять на оригинал, вот эти 3, а также 3 с обратной стороны данных валов. Для каждого сальничка у нас есть специальная оправка, которые выточены и подписаны специально для того, чтобы сальники запрессовывать четко, ровно и идеально на нужную глубину, чтобы исключить вероятность ошибки. Также у нас есть для заднего сальника коленвала такая вот приспособа из 2 частей. Она здесь у нас так с натягом вставляется, и сальник забивается четко нужным диаметром. Вот под какой-то другой мотоцикл она просто переворачивается. Это все конструировалось самостоятельно, с помощью токарного станка зимой. И в общем и целом этот инструмент нас очень сильно выручает. Потому что подручные средства не всегда одинаково хороши, когда ты рискуешь что-нибудь сделать немножко не так, а потом разбирать этот мотоцикл пополам снова. В связи с тем, что я уезжаю в отпуск на майские сегодня ночью, а диск сцепления не успел доехать, хотя обещали нам привезти его вчера, видео на этом закончится. Как я и обещал, называю итоговую стоимость данного ТО. Вот все вот это вот обслуживание мотоцикла с заменами масла, тормозной жидкости, кстати, интегральный АБС, подшипниками, сальниками, то есть по сцеплению все запчасти входят в эту сумму, включая новый оригинальный диск сцепления и так далее, и так далее. В общем, итоговая стоимость данного ТО около 125-130 тысяч рублей приблизительно. В принципе, мотоциклу скоро 20 лет, наверное, года 2005 или 2006. Поэтому ничего удивительного. Старые мотоциклы, конечно же, требуют внимания, даже если у них не какой-то супер космический пробег. Бывает такое, что пробег там 20 или 30 тысяч, но мотоцикл где-то стоял в достаточно агрессивном климате, и у него начинают гнить сальники. Иногда даже в местах, где сальники прилегают к валам, на них образовывается коррозия. В таком случае бывает, что валы иногда приходится даже менять. Ну, бывает как-то восстанавливать или что-то еще. Но, в общем, это однозначно неприятно. И какого кота в мешке вы найдете в мотоцикле с таким возрастом, вообще непонятно. Тем не менее, за свои деньги, если вы найдете этот мотоцикл в достаточно хорошем состоянии, он является достаточно хорошим приобретением. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Желаю вам поменьше попадать на серьезные ремонты, а если и попадать, то только
только на плановые, те, на которые вы рассчитываете. Выбирайте технику аккуратнее, ездите внимательнее, поставьте обязательно лайк под этим видео, напишите комментарий и нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных роликах. Всем пока! Производим установку сальников коробки передач BMW R1200 RT, сухое сцепление. Значит, коробку мы разбирали с целью замены подшипников. А теперь для каждого сальника у нас своя оправочка, которая четко дает нам возможность установить сальник без каких-либо ошибок. Раз. Смазываем их по контуру силиконовой смазочкой. И оп. Оп. И идеально устанавливаем без вообще какого-либо права на ошибку оригинальные сальники в коробку для максимального ресурса. Готово!